Ты пытаешься его завести, а он не реагирует? Возможно, дело не в тебе, подруга. Ты стоишь у зеркала в новом белье. Волосы уложены, аромат, как из рекламы. Музыка, свечи, легкий намек в голосе. Ты подходишь к нему, трогаешь за плечо, а он не реагирует. «Дорогой, может, ты устал?» — спрашиваешь ты. Он кивает, даже не отрываясь от телефона. И в этот момент каждая женщина чувствует то самое. Ага, все, я ему больше не интересна. Стоп, не спеши паниковать. Возможно, дело не в тебе, не в белье и даже не в той самой магии между вами. Возможно, твой мужчина просто питается так, будто собирается в марафон Netflix, а не в романтический заплыв. Когда холодильник против страсти. Вот честно, попробуй после 3 порций пельменей с майонезом и полбутылки пива вообще вспомнить, что ты мужчина. Организм в этот момент думает не о тебе, а о том, как переварить этот ком счастья и не уснуть прямо на диване. Фастфуд, жареное мясо, сахар, пиво и кола. Вот те самые враги, которые тихо и незаметно крадут у мужчины энергию, тестостерон и желание. А мы потом удивляемся, почему он все время вялый? Мужчина — это не робот. Ему тоже нужна смазка. И я сейчас не о кремах. Я о нормальном питании для мужской силы. Серьезно, ты можешь сколько угодно покупать крутые витамины и чудо-таблетки для энергии, но если у него на завтрак кофе и сигарета, а на ужин шаурма под сериал, чудо не произойдет. Чтобы у мужчины все работало как надо, ему нужны цинк, селен, белок, железо и немного любви, желательно твоей. Стейк вместо сериалов. Начни с классики. Мясо. Хорошая говядина, телятина, печень — это природные источники тестостерона. Мужчина без цинка, как телефон без зарядки. Снаружи вроде включается, а внутри уже 1% и все мигает. Так что пусть ест мясо, но не жареное в масле, а нормальный кусок, прожаренный на гриле. И да, печень — не просто странная еда из детства. Это кладезь полезных веществ, от которых гормоны просыпаются и бодро маршируют. Яйца. Завтрак чемпиона. Яйца — это почти символ мужественности. В них и белок, и витамин D, и тот самый правильный холестерин, который нужен для выработки тестостерона. Если мужчина ест по 2 яйца в день, можешь быть спокойна, батарейка заряжена. Орехи и мед. Еда для романтиков. Есть такой старый народный рецепт. Орехи с медом. Мед — это энергия. Орехи — строительный материал для гормонов. Дай ему ложку такой смеси в день, и, может, уже к вечеру он снова начнет на тебя смотреть так, как раньше. Грецкие орехи, миндаль, фундук — все они богаты витамином Е и селеном. Селен — это, скажем так, топливо для мужского мотора. Без него двигатель троит. Рыба и морепродукты. Афродизиаки, а не миф. Если он хмыкает, мол, «я не ем эти ваши устрицы, я мужик, а не француз», просто улыбнись. Скажи: «Хорошо, но лосось и скумбрия — это тоже не из Парижа, а из ближайшего супермаркета. Омега-3, цинк, белок — все это помогает улучшить кровообращение. А без нормального кровообращения, сама понимаешь, не будет ни настроения, ни механизма». Чеснок и лук — романтика на паузе. Да, запах у них так себе, зато результат — огонь. Они расширяют сосуды, улучшают приток крови и дают энергию. Если вы живете вместе, просто добавляй их в ужин, а потом вместе жуйте мяту. И все в порядке. Шоколад и настроение.
Не зря говорят, хочешь страсти, дай немного сладкого. Но не торт, а кусочек горького шоколада. Какао улучшает настроение, повышает уровень эндорфинов и легкое ощущение влюбленности. А когда у мужчины хорошее настроение, он и на тебя смотрит по-другому. Фрукты, гранаты и прочие чудеса. Гранат вообще чудо-плод. В нем куча антиоксидантов, которые очищают сосуды и стимулируют выработку тестостерона. А если хочешь немного романтики, приготовь ему свежевыжатый сок из граната, апельсина и имбиря. Вкусно, бодряще и, поверь, очень намекающе. Овсянка и цельнозерновые. Не скучно, если с любовью. Овсянка не только про диету. Она помогает нормализовать сахар и холестерин, а значит, сосуды будут в форме. А здоровые сосуды — это уверенность, сила и... Ну, ты поняла. Добавь туда банан, орехи и ложку меда. И вот тебе завтрак, после которого у него не только заряд энергии, но и желание покорять мир. И тебя. Вода. Простая, но недооцененная. Обезвоженный мужчина — грустное зрелище. Он злой, уставший, у него болит голова и ничего не хочется. А все потому, что он пьет кофе, пиво и колу, но не воду. Так что просто поставь ему бутылку воды рядом и скажи: «Пей, любимый, это инвестиция в вечер». А теперь о врагах. Если хочешь, чтобы страсть жила долго, вычеркни из дома следующее. Пиво. Особенно в литрах. Оно снижает тестостерон и растит животик. Фастфуд. Убивает сосуды и желания одновременно. Газировки. Сахар плюс химия равно минус энергия. Сигареты. Закупоривают все, что должно быть свободным. Немного философии в конце. Дорогая, не думай, что если он не проявляет инициативу, это конец света. Иногда дело не в чувствах, а в биохимии. Мужчина может любить, но если у него гормоны спят, он просто не может включиться в нужный момент. Так что вместо обид включай заботу и юмор. Налей ему гранатовый сок, приготовь стейк и скажи: «Это не ужин, это профилактика». И помни, сильный мужчина — это не тот, у кого мускулы, а тот, у кого есть энергия для любви, действий и жизни. А правильное питание — твой тайный союзник в этом деле.